Андрей вернулся с кладбища, где похоронен его дед Степан, который был самым близким человеком в его жизни. Дед воспитал Андрея после того, как мать покинула их, когда мальчику было 8 лет. Степан работал егерем и привил внуку любовь к лесу, научив его охоте и выживанию. У Андрея был верный пес-дружок, который скучал по деду и часто приходил на кладбище. Андрей, став его защитником, теперь продолжает дело деда. Он заботился о дружке с тех пор, как тот был щенком, и считал его своим лучшим другом. В доме также живет кот, который не проявляет активности. Андрей осознает, что теперь они с дружком остались вдвоем, и нужно смириться с утратой. Андрей беседует с псом-дружком о ненадежном коте Барсике, планируя поход в тайгу для проверки на браконьеров. Вернувшись в избу, он разжигает печь и готовит чай. Вдруг в дверь стучит незнакомая девушка Алена, которая замерзла. Она рассказывает, что ее обокрали на вокзале, и теперь ей некуда идти. Девушка оказалась в поселке благодаря Василию Игнатьевичу, который предложил помощь, но не может ее забрать домой из-за жены. Алена спрашивает, можно ли ей переночевать у Андрея. Он, хоть и сомневался в ее истории, решает не выгонять ее в холодную ночь. Она предлагает помочь, заметив его поврежденную ногу, но Андрей объясняет, что хромота с детства и не связана с работой. Андрей, егерь, рассказывает о детском опыте, когда он спас подругу Олю от машины и получил травму ноги. Они оставались друзьями до ее переезда. В лесу он живет с собакой-дружком, когда встречает Алену, которая начинает жить у него. Она готовит для него, и их дружба становится ближе. В соседнем поселке обсуждают их странную пару. Андрей хочет жениться на Алене, но считает, что не должен это делать, пока она зависит от него. Со временем она получает документы и начинает работать в кафе, что сильно уменьшает их время вместе. Алена сообщает, что ждет ребенка, но отказывается от свадьбы, предпочитая быть матерью-одиночкой. Андрей пытается убедить ее, но она сопротивляется, делая откровение о своей трудной жизни до встречи с ним. Андрей решает не давить на нее и смиряется с ее решением. Алена продолжает работать, но становится все более раздражительной. Андрей считает, что это из-за беременности, и предлагает ей бросить работу, что лишь усугубляет ее протест. Андрей был в смятении из-за изменений в отношениях с Аленой после ее беременности. Алена, ранее уверенная в своих чувствах, начала отдаляться. Андрей, не понимая происходящего, стал следить за ней и узнал о разговоре Алены с мужчиной по имени Олег, который подозревал ее в неверности. Встревоженный, он не знал, кто отец ее ребенка. Алена родила дочь, Катюшу, и после родов ее состояние ухудшилось, а она начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Андрей заботился о новорожденной, надеясь на восстановление Алены, но она не интересовалась малышкой. Все больше времени проводя на работе и в лесу, Андрей переживал, оставляя Катюшу с матерью. Однажды, вернувшись домой, он обнаружил, что Алена и Катюша пропали, а на полу валялась пустая пачка таблеток. Вдруг он осознал, что не контролирует ситуацию, и начал беспокоиться о безопасности ребенка. Андрей с собакой-дружком обнаружил свою дочь Катюшу, оставленную в лесу среди змей, потому что ее мать Алена была под воздействием наркотиков. После спасения Катя заболела воспалением легких, и Андрей встретил лечащего врача, свою знакомую детства, Ольгу Калинину. Между ними возникла связь, и вскоре Ольга стала заботливой мамой для Катюши, а Андрей — тем, о ком всегда мечтал. Алену лишили родительских прав, и Андрей удочерил дочь. Ольга убедила Андрея пройти операцию по исправлению его хромоты, что успешно произошло. Вскоре Андрей стал полноценным,
здоровым человеком. Однажды он столкнулся с Аленой, которая сильно изменилась, выглядела запущенной и несчастной. Андрей понял, что больше не связан с ней, и обрел счастье в новой жизни с Ольгой и дочкой Катюшей, которая вскоре ждала братика. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.